Я сидела и стеснялась. Яди пришел, сказал, что будем разговаривать. Мы поговорили, уснули, утром проснулась, замуж вышла. Давай. Все, давай, мириться будем. Я нормально рассказываю. Давай. Привет всем! Добро пожаловать на наш канал. С вами Яди И Елена. Мы решили создать наш блог, рассказать нашу историю и начнем с самого начала. Как мы познакомились? Как мы познакомились? Ну, верите или нет, мы познакомились в Тиндере. Все началось с того, что я переехала в Курск из Москвы. И мне было очень скучно в новом городе. Я решила зайти в Тиндер, поискать собеседника. В Тиндере я мужа искать не планировала. Я, конечно, хотела, но шансов было мало, я прекрасно это понимала. Я знала, чего хочу. В плане, если бы встретила. И была удивлена, когда я листала анкеты и вдруг нашла 100% попадание. Но я сразу подумала, наверное, есть какой-то здесь подводный камень и подвох. Но я свайпнула и поставила супер лайк и забыла про это. А ты почему в Тиндер зашел? Это было после ковида. Я помню, люди еще скептически относились к встречам вживую. В это же время появилось желание с кем-нибудь познакомиться, просто общаться. Я решил скачать приложение и не пользовался им. Оно просто было на телефоне. Через неделю, в один прекрасный день, я дома находился, музыку слушал и вспомнил, я же хотел с кем-то познакомиться. И начал пользоваться этот Тиндер. А, кстати, я помню, я решил, что главное, хочу познакомиться с кем-то не из Белгорода. Курск подойдет. Курск и Белгород находятся в 2 часах езды друг от друга. А кого ты хотел найти? Честно, у меня не было конкретного типа. Просто решил, что я буду смотреть, кто там. Начал листать анкет и, прикиньте, нашел ее. Какое Вот. приятное событие. А почему ты на мне остановился? Потому что ты была там красивая на фото и красиво одевалась, как бизнес-леди. Мне стало интересно, потому что я сам такой бизнесмен. Мне понравилось, что она выглядела как серьезная девушка. Такая. У тебя было ожидание реальности? Ты чего-то предполагал, а потом я. Что совпало, что нет. Скажем, оправдалась на 80% от ожидаемого. Окей, и что же это за 20%, которые не оправдались? Я уже не помню. Мужской мозг мыслит не так, как у нас. Я помню все, у меня эмоции. Мужской мозг уже давно все забыл, потому что память надо было освободить для более важных рабочих деталей. И через полдня, смотрю, выпал в пару. Мы быстренько пообщались, за пару диалогов перешли в WhatsApp. И решили отложить это приложение и не углубляться в него снова, потому что мы уже выбрали друг друга для бесед. Когда я его первый раз увидела на Тиндере, я подумала, какой-то красавчик. Нарцисс по-любому. Баб много, всем пишет. И если он так много внимания уделяет внешности, то по-любому пуст внутри, скучен, и вообще делать там нечего. Мы перешли в WhatsApp, я написал ей, предложил перейти на видеосвязь. Она наотрез отказалась. Сказала, что смотрит кино. Я правда смотрела кино. А я тогда зачем лайкнула? Лайкнула я утром, а кино-то я смотрела вечером. А что ты так поздно меня вечером в пару выпал? Вопросики. Честно, мне это уже показалось немного Подозрительно? Подозрительно. Подзатереть. А я со своей стороны скажу, выпал он и выпал в пару. Что, теперь мне все дела себе бросать решила я? А парень был настойчив. Нет, не было, до сих пор настойчив. Да, я продолжал уговаривать ее, созвониться по видео.
И вдруг она согласилась. Это было очень хорошо, потому что я же подумывал подзабить на эту историю, честно, и листать другие анкеты. Потому что был уверен, что она не хочет со мной общаться. Это Вот. естественный отбор просто, понимаешь? Я увидела, что ты очень настойчивый, что ты не меняешь свой настрой. Я, можно сказать, только тогда в первый раз обратила внимание, что парень-то хороший, надо рассматривать ситуацию под большим прицелом. И, конечно, я совместила кино с разговором. Мы вышли на видеосвязь, когда я смотрела фильм. А потом, незадолго после начала разговора, она спросила, где ты живешь? В общаге? Я сказал, нет, квартиру снимаю. Она сказала, покажи. Я провел короткий рум-тур в доказательство, что это правда. Потом, через месяц, она мне сказала, что не стала бы продолжать общение со мной, если бы я жил в общаге. Потому что для нее очень важно жить в тишине, без соседей, в чистой и спокойной атмосфере. А если она себе это позволит, то смысл быть с мужчиной, который себе этого не сможет обеспечить. Я тогда обрадовался, что не жил в общаге. Спасибо, что не живу в общаге. Ну да, какой смысл отказываться от красивой жизни? Я жила в своей квартире, работала. И я думала, если менять свою, на тот момент мне казалось, прекрасную жизнь, то на что-то либо хотя бы такое же, либо лучше. Это такая проверка на схожесть взглядов с мужчиной. Потому что если они не совпадают, жить будет сложно, решила я тогда. Ой, я так часто что-то решаю, надо это вырезать. Там жук ползет, смотри, навозник. Ничего, надо продолжать. У тебя были ожидания и реальность? Поначалу я вообще не относилась ко всему этому серьезно. Я реально смотрела фильм. Думала, начнем разговаривать, он ляпнет какую-нибудь непростительную гадость, а он ее не ляпнул. Я смотрю, он довольно рассудительно разговаривает. Мне с ним было интересно. Я правда удивилась, когда поняла, что до сих пор он все еще нормальный, приличный, интересный молодой человек. И я им в тот момент очень сильно заинтересовалась. Я поняла, что другие анкеты смотреть не хочу. А как ты понял, что из всех создавшихся пар ты хочешь остаться со мной в паре? Ну, продолжать общение. Не запараллеливать меня с другими анкетами. Через некоторое время я понял, что у нас было очень много общего. Это было очень важно. А еще было очень значимо, что ты была готова переехать в другую страну. Я не то, что была готова, я этим по жизни, я к этому стремилась. Не то, чтобы прям переехать, а чем больше путешествий, тем интереснее жизнь. Для меня это был бонус лично, потому что человек мобильный, и я понимала, с ним-то скучно не будет, и с ним не скучно. Еще у тебя было много амбиций. Это важно, потому что я сам такой амбициозный человек. А что было потом? Потом я спросил, что ты будешь делать? Ты ответила, что ты едешь в Москву. И я тоже собрался туда ехать. Из меня? Ну, скажем, нет. Я знала. Я туда собрался этим же вечером. Я помню, как это было. Я собиралась ехать в Москву для того, чтобы собрать вещи. Я же переезжала и не могла за один раз одна с кошкой все это перетащить. А я ехал тогда в посольство. Я знаю, что он не помнит, я-то помню все, поэтому я вставляю свои комментарии. Так совпало, что я уезжала вечером, билет был куплен на несколько недель до этого, и у него был на полмесяца до этого был куплен билет. И наши поезда шли с интервалом в полчаса. Дальше помнишь? Ну, я помню, что у меня была бизнес-встреча. Еще надо было сходить, да, в посольство. И появился план встречи тебя. Еще он пытался купить билет на мой поезд, но билетов не было. Ну, да. Я помню, я сказала тебе, что уезжаешь, да, в 20 часов, у тебя должен быть 20:30, и ты пропал подозрительно. Оказывается, что он проверял наличие билетов на мой поезд, а там билетов не было. Он потом вернулся и сказал, что он все проверил, ничего не нашел. В итоге решено было ехать
отдельно и встречаться уже там. Он сказал, что утром будет занят, и предложил где-то ближе к вечеру, после того, как освободится, заехать ко мне погулять. Он, как истинный джентльмен, сказал, что приедет сам в мой район, а я жила очень далеко. Те же 2,5 часа, как от Курска до Белгорода, только от центра Москвы до меня надо было ехать. И чтобы я не таскалась, он предложил сам, что он приедет. Я это очень тоже оценила. Он спросил, что хочешь. Я такая: цветы. Я не раздумывая сказала про это. Раз уж спрашиваете, так ну. Я это услышал и понял, что она знает, что она хочет. Мне вопрос, купил цветы, поехал. Ну, это мне понравилось, потому что я очень ценю, когда человека знает, что он или она хочет. Это очень важно в жизни. Я уже дома, вечер, сижусь на иголках. Я же вещи перевозила, и у меня в Москве очень мало что осталось, и не было нормальной одежды. Время было уже к поздней осени, холодно, а у меня летняя одежда. То есть я, получается, хожу дома в коротких шортах. И я понимаю, что это пипец, вообще неприлично. Сейчас он придет меня забирать гулять, а я не знаю, в чем к нему выйти. Жила я в коммунарке, это считается Москва, но по факту-то, где же это Москва? Это же МКАДе, да? И ехать до туда долго, с учетом пробок. Приехал он уже где-то к 9 часам вечера, темнело. Позвонил в домофон, я открыла и смотрю в глазной звонок. Дверной глаз. Я открыла и смотрю в дверной глазок. Идет мой самоуверенный мужчина с цветами в руках, и мне понравилась подача. Я ничего не вижу, ни лица, только силуэт. Мне уже понравилось. И мне понравилось, как он одет, мне понравилось, как ты выглядишь. Он зашел, и я обратила внимание на мышцы. Он был сильно накачан. Уже не видно, но похудел сильно, но в то время, да. Год назад это был бодибилдер. Я не знаю, как это вышло, но я ополудела. Открываю дверь и такая: ну все. Ну все. Я, как обычно, я был спокойный. Мне было интересно, честно говорю. Я так стеснялась. Я села за стол и спросила после небольшого молчания: могу ли я пойти почитать книжку? Будет ли это странно? Он сказал, что это будет странно. Мне просто не хотелось стрессовать, мне хотелось спокойствия. А я вечерками читаю книжки. Отдыхаю после рабочего дня. У меня, собственно, мой стабильный вечер. Тут какие-то изменения. Я решила не сбиваться с курса и попросила, можно ли пойти почитать. Меня, как в детстве учили, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Яди — это первый мужчина, который мне понравился внешне. Ты попал в мою, как это называется, карту, в мой список пожеланий. Ничего, что так говорю? Ну, ничего. А когда нравится, начинается всякая дребедень. Разговаривать у меня сил не было. Мне просто хотелось успокоиться. Я и днем-то устала, и еще вот эта ситуация. Я разговорился, о чем-то сам рассказывал, и мне потихонечку стало спокойнее. Мы попили чай, так его и не попив. Он встал, отошел, растянул руки в стороны и говорит: надо обняться уже наконец. Потому что когда он пришел, я была на дистанции 4 вытянутых рук, я близко вообще не подходила. Я подошла забрать цветы. Вот я их забрала и посадила его за стол. Я все еще стеснялась, но подошла и обняла. А через месяц он мне сказал про эту ситуацию, что именно тогда понял, что нашел, что искал, нашел спокойствие. Да. А я не придавала значения тому моменту. Вот, ребят, эта история, как мы познакомились. Конечно, это не все. Да, если бы было все, мы бы записывали на часа 2. Да. А у нас лимит минут 20 максимум. Это лишь маленькая первая часть до момента, когда мы заинтересовались друг другом. Как было дальше, мы напишем позже. Если есть какие-то вопросы, мы будем рады почитать комментарии и будем писать согласно этим вопросам следующие ролики. Ставьте лайк, как все говорят, подписывайтесь. Увидимся в следующей серии. Давай, пока, ребят.